Но фишка в том, что это не тот каннабис, который всем бы хотелось. Дорогие друзья, особенно те, кто за здоровое питание, не судите строго. Это вот наш обед сегодня. Все дело в том, что проехали от Варшавы в сторону Чехии 200 километров и нету ни одного ресторана польской кухни. То есть есть только вот Быстропит, либо Макдональдс, либо Бургер Кинг. Ну, либо на заправках бутики брать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Добрейший денечек! Пирожочек! Значит, что это я хотел сказать? Я хотел сказать, что мы где-то недалеко от границы с Польшей, с Чехией. Надеюсь, что границы там нету, потому что тестов на COVID у нас нету. Значит, наш ВЧБ пробег продолжается. Встретимся в Чехии. Друзья, проезжаем Вроцлав. Смотрите, какой шикарный мост. Хотел заснять в туалете хай-тек, но там много людей. При подходе к писсуару, то есть у тебя перед глазами монитор там с какими-то кнопочками, вот вообще реклама крутится. Эти краны, получается, Да, они крутые. они сами, то есть вода автоматически включается, мыло автоматически включается, и посушить можно прямо под краном руки после того, как помыл. То есть такой хай-тек туалет. Ты что, первый раз такой видишь? Я первый, да. У нас даже в МОМах в Беларуси такие. Да? Прикольно. Видимо, я мало шляюсь по частным туалетам. Да. По частным туалетам. Это не новость, Валерий. Ну вот я думал, сейчас расскажу. Тут, понимаешь, хай-тек туалет. Нет. А экраны в МОМа есть? Ну, Ну. А тут экраны перед писсуарами. Стоишь, смотришь рекламу. и мимо. Все, пошли. Встретили белорусов, которые едут в Германию на работу электриками работать. Поговорили немножко, но нам не по пути. Они на работу, а мы исследовать мир. А мы с работы. Мы едем уже по Чехии. Да? Никакой, да? Никакой границы вообще не было. Вообще граница пролегала в населенном пункте. Забыл название. То есть, походу, все будет хорошо. То есть мы надеялись на то, что будем проскакивать без всяких полицейских постов и так далее. Вот как бы так и получается. Вот, едем уже по Чехии, через час 40 уже будем в Праге и, скорее всего, пить пиво в каком-нибудь пабе. Друзья, чешская глубинка – одно из самых колоритных мест в Восточной Европе. Даже в маленьких городишках и деревнях можно найти уникальные по своей красоте достопримечательности. Люди здесь дружелюбны и поразительно образованы. Видно, что многие неоднократно бывали за рубежом и знают о других странах не понаслышке. Региональные различия тоже присутствуют. Например, западные районы Чехии находятся под большим влиянием немецкоязычной культуры, что отображается на их менталитете. Друзья, мы в Праге. И угадайте, где мы сняли квартиру.
Вот здесь, прямо в старом городе. Представляете? Первый раз в старом городе живем. Тут, конечно, круто. Вчера мы ночью, несмотря на то, что были уже просто убитые, уставшие, мы все равно решили пройтись, прогуляться. Тут просто вырви глаз. Все испытывают моральное, просто какой-то моральный экстаз от увиденного. В старом городе, конечно, прикольно. Вот. Мы живем, вот, в общем-то, вот здесь вот в этом милом домике, почему-то без герба. Там, наверное, вверху должен был быть герб. Вот здесь у нас сразу все под боком. Чешские бары, Starbucks. Друзья, вот такая вот у нас приятная квартирка в старом городе. Тут, правда, в гостиной кровать стоит. Ну, в общем-то, прикольно. Вот такая вот кухонька. Ванна и туалет разделены. Ну, то есть, очень как-то так все аутентичненько, вот с этими вот рамами оконными. Это Матвея комната. Правда, вид из окна не очень обрадовал. Вид из окна в стену, ну ладно. Вот. Сейчас покажу подъезд. Тоже классный. И вот наш подъезд. Да, кстати, это здание в списке наследия ЮНЕСКО. Соответственно, мы живем в архитектурном памятнике. Такой вот подъезд. Тут как-то даже лифт встроили. Ну, очень прикольно. И выходим прямо в старый город. Прага 1. Старый город Прага 1. Самый старый, что есть, как я понимаю. Друзья, 80% из вас смотрят мое видео без подписки. Прошу вас подписаться, чтобы YouTube продвигал его в поиске. Вот таких вот магазинчиков с каннабисом здесь много. Но фишка в том, что это не тот каннабис, который всем бы хотелось. Кстати, по поводу каннабиса, который покупал в Польше. То есть, оказывается, каннабис есть двух видов. ЦБД, наличием ЦБД и ТКО, по-моему, или ТКБ, что-то такое. Короче, смысл в том, что в Польше, я удивился в Польше, почему он так открыто продается в автомате и нету как бы очередей, нету желающих купить особо. То есть это медицинский каннабис, который по сути не вставляет, то есть это для успокоения нервной системы, грубо говоря, валерьяночка, которую покурить можно. Вот, здесь точно так же очень много магазинов с каннабисом, с этим, он во всех его проявлениях, в сосательных конфетах, в косяках, в кексиках. Вот кексик, кстати, купил, сегодня попробую, потом расскажу свои ощущения, успокоюсь я или нет. Тут ковид-тесты прямо недалеко от нас. Ну, как видите, особо карантинами какими-то тут никто не заморачивается. В кафе можно сидеть внутри точно так же, без маски, с маской. Кто-то с масками ходит, кто-то без маски. В общем-то, демократия, короче. Никаких ковид-паспортов не требуют, тестов не требуют. То есть Швеция, Польша
И вот сейчас Чехия, это все, что мы увидели, пока что оно все без каких-то сильных требований, без каких-то ковидных ограничений. Красота-то какая. Мы идем на Карлов мост. Да, это и есть Карлов мост. Вырвите мне глаза. Стежка вчера вечером гуляли, ходила с такими возгласами, чтобы ей вырвали глаза от всей этой красоты. Я так не говорила. Примерно так. Карлов мост – символ Праги, самая популярная достопримечательность города и второй в истории каменный мост через Влтаву. Он до сих пор привлекает людей не только своей красотой и 30 барочными статуями 17 века, но и множеством легенд и загадок. Его история связана с магией, астрологией и неразгаданными тайнами. Удивительно, что мост преподносит сюрпризы исследователям до сих пор. Карлов мост не был первым мостом, соединяющим Пражский град и старый город. Его предшественником стал Юдифин мост, который был почти полностью разрушен наводнением 1342 года. Идем позавтракать в какой-то ресторан. Это национальная кухня? Мировая кухня. Ну. Официантка говорит по-русски. И, кстати, русский язык здесь очень часто слышен. Вот. В ресторане сели вот возле такого вот, как это сказать, слива. Надеюсь, это не слив очистных каких-то сооружений из города. Не хочется в это верить. Это на платформе считаю. Кухня, походу, не национальная, но ребра есть. И курица есть. Так, вот если кому-то интересны цены. Друзья, посмотрите на это. На уровне с европейским флагом, чешским. Справа это какой флаг, интересно? Короче, вон висит наш после европейского бычок. Представляете? Что это, интересно, за здание? Если вы еще не подписались, сделайте это прямо сейчас. Дальше будет много интересных видео, розыгрыши, подарки и еще кое-что интересное.